В этом видео вы узнаете о том, почему мужчины изменяют. Почему же на самом деле? Ведь существуют разные теории, начиная от того, что жена плохая, все мужчины кобели, мужчинам нужно разнообразие и куча мифов. Я хочу в этой теме сейчас уйти максимально глубоко и найти истинную причину, показать ее вам, я ее знаю уже, почему же мужчины изменяют. Итак, я предлагаю уйти от шаблонных ответов и посмотреть на истинную причину. Истинная причина в энергии, в процессах, которые начинаются с энергетики человека. Мы все дуальны, расщеплены. Что это значит? Это значит, что мы не принимаем какую-то часть этого мира. Мы, например, не просто не согласны с убийцами, насильниками, с ворами, но мы их еще и крайне осуждаем. У каждого из нас есть какие-то истории в таких сложных для нас областях жизни, где нам трудно принять жизнь такой, как она есть. И вот это непринятие жизни такой, как она есть, и рождает эту дуальность, расщепление, когда Адам с Евой нарушили правила системы, в которой они жили, и съели яблоко, которое нельзя было есть. До этого считается, что они были целостными, после этого они стали расщепленными, дуальными. То есть они не приняли условия системы, в которой они существовали, нарушили их, потому что посчитали их неверными. То есть каждый раз, когда мы в этой жизни что-то не принимаем, не просто не согласны, не просто не одобряем. Я не одобряю насильников, я не одобряю убийц, это нехорошо, я сама так не делаю и не хочу, чтобы люди так делали. Но я принимаю жизнь такой, какая она есть, я понимаю, что с ними ничего не сделаешь, я маленькая, а жизнь, система, она большая. Я попыталась сейчас кратко описать, на самом деле, очень глубокую и сложную тему дуальности. Надеюсь, что для общего понимания сейчас, дальнейшего моего разговора, этого будет достаточно. Итак, почему же мужчины изменяют? В отношения, в пару притягивается мужчина и женщина на основании следующего закона. Наш партнер помогает нам видеть те места нашей жизни, психики, мыслей, чувств, где мы не можем сами, где нам сложно. Он притягивается такой, чтобы мы столкнулись с максимально большим количеством тех наших непринятых чувств, дуальности, которые в нас есть. Поэтому говорят, что любовь зла, полюбишь и козла. Потому что действительно притягивается тот человек, который нам проявляет, показывает все то, что мы не можем принять, с чем нам сложно. Для того, чтобы мы это приняли, как-то прожили, научились и стали более целостными личностями. Приведу пример. Женщина всю жизнь живет с алкоголиками. Первый муж сразу был алкоголик, она не принимает алкоголиков. Может быть, в силу того, что в ее семье, в ее роду раньше были случаи, когда женщины мучились с такими мужчинами, с алкозависимостью, не могли это принять, может быть, была война, им было некуда уйти, выбора особо не было, жизнь была сложной. И в них остались определенные чувства сложные, непрочувствованные, отрицаемые. И эти чувства могут переходить дальше к следующим потомкам, кто рождается. Это генерационная передача, когда от наших предков мы, вновь родившиеся, получаем какой-то генетический багаж, предрасположенность к чему-то. И вот женщина по какой-то причине выходит первый раз замуж за мужчину, у которого уже алкозависимость. Живет с ним несколько лет, мучается, это сложно. Постоянные запои, больницы, он болеет, его с работы выгоняют, ей приходится пахать, работать много, сложная жизнь. Она не может принять, почему мужчины вот такие вообще бывают, что это за фигня такая. Она его бросает, она не согласна с этим, что в жизни есть такие мужчины. В ее понимании на тот момент все мужчины должны быть нормальными. Если ты ненормальный алкозависимый, это неправильно, ты должен стать нормальным. Дальше, она живет какое-то время одна.
встречает нового мужчину. Он на тот момент не алкозависимый, это обычный хороший человек. Он потрясающий, как она про него рассказывает, добрый, заботливый, с ним так классно. И ей кажется, что вот наступило то самое классное время в жизни, когда я наконец-то в отношениях, и мой партнер, он классный, мне с ним хорошо. Но через несколько лет ее мужчина начинает пить. И тоже через определенное количество времени становится алкозависимым. И начинается все по кругу. Опять больницы, опять болезни, опять он теряет работу, опять ей приходится пахать, чтобы прокормить эту семью. Она хватается за голову и говорит, ну что же это такое, ну сколько можно, не могу с ним нянчиться, не принимаю, не согласна. И уходит от него. Но в этот раз уже уходит по-другому. Если в прошлый раз от того мужчины, который был первый изначально алкозависимый, она ушла с претензией, и это был сложный развод, она ругалась с ним, она постоянно пыталась наставить его на путь истинный, то в этот раз она уже, прожив такую, это же занимало много лет жизни, это целая история целой жизни человека, в этот раз она уже не пытается его изменить, она относится к нему по-доброму, понимает, что имеет право человек просрать свою жизнь, если он хочет. Это его жизнь. Мы не можем ей руководить. И она уходит от него уже в хороших отношениях, просто объясняя ему и себе, что извини, я не тяну это, я не хочу, я хочу иначе. Я уйду, но я желаю тебе максимум хорошего, сколько ты готов сам для себя сделать. Спасибо тебе за те годы, что были, ведь вначале это было вообще потрясающее время. Уходит от него. Какое-то время одна, и следующий мужчина уже встречается ей другой. Он и изначально не пьет, нет зависимости, они живут достаточно долго, все хорошо. Она уже мужчин, так называемых алкоголиков, воспринимает как, к сожалению, но некоторую норму жизни. Люди такие есть, и мы не можем их толкать, пинать и делать их счастливыми, и заставлять их быть правильными и нормальными, то, что в социуме считается нормой. Мы должны позволить людям быть такими, какие они есть. Просто мы имеем право выбора, находиться с ними рядом или нет. Соответственно, итоги этого видео таковы, что мужчина и женщина притягиваются в пару для того, чтобы максимально проявить скрытые места друг друга, то, что в жизни они не принимают, с чем не согласны, где нет ровного отношения к миру, верного, нет принятия. Именно поэтому нам притягиваются такие сложные случаи. Когда мужчина с женщиной притянулись, пожили какое-то время, попроявляли друг другу эти места, но тут вдруг один из них уже и на другого-то места смотреть не может, не принимает какие-то косяки другого, вот эти вот сложности другого, не проявляет ему то, что нужно, начинает стараться либо быть слишком правильным, либо слишком подстраивается, либо слишком боится потерять человека и не проявляется таким, какой он есть, условно не выполняет ту функцию, ради которой в этих отношениях он волей судьбы и оказался, начинаются измены. Я не знаю вообще, почему есть такой миф, что мужчины изменяют, а женщины нет. Ну, сори, женщины тоже очень часто изменяют. Почему-то в обществе об этом так часто не говорят. Неужели кто-то действительно проводил статистику и перепись населения и считал, что вот мужчины изменяют чаще? Почему мы говорим обычно про мужчин? Вообще в парах изменяют и мужчины, и женщины, потому что партнер перестал выполнять эту свою функцию. Он перестал проявлять, он перестал быть естественным, натуральным, таким, какой он есть, для чего он в этой паре оказался. Живут мужчина и женщина. И женщина уже поняла, что этот мужчина ее больше не возбуждает, он ей не интересен, его хобби, интересы, вообще это дебри, она не хочет к этому касаться, ей все это не нравится. Любовь прошла, влюбленность прошла. И дальше не возникает у нее чувство глубокой привязанности, тепла, то есть та стадия любви, которая идет за первыми 3 годами вот этой вот эйфории, не переходит это в ту стадию, в которой, по идее, должно перейти, чтобы пара существовала дальше, но она боится остаться одна и боится поставить точку, выйти и встретить другого партнера. Условно, ее миссия в этих отношениях уже выполнена, и по идее она должна бы уйти, потому что она уже перестала ему проявлять все, что нужно, но не уходит из-за страхов.
И тогда мужчина, чувствуя, что его женщина не дает ему то, что нужно, здесь, простите, но точно не про секс. Есть действительно моменты, когда пара может прожить достаточно долго, например, из-за каких-то болезней одного из супругов, и там не будет измен. Мужчины от женщин берут энергию, и когда говорят сейчас на разных тренингах «давайте женскую энергию мужчинам», это точно не про юбки и не про красивые прически, маникюр или какие-то изящные жесты. Это все хорошо, если оно есть, если природно женщине это свойственно в таком количестве, как она это являет. Но на самом деле давать мужчине энергию, это значит проявлять ему те части, которые ему трудны. Чем больше вы их проявляете, тем крепче будут ваши отношения. Они могут быть не супер гладкими. Это не значит, что вы будете жить душа в душу, ни разу не поругались за много лет, и все у нас, мы шоколадные зайчики, у нас все хорошо. Нет. Это лишь навык определенный контакта. Не обязательно, что будет у вас так. Но вы будете как бы крепко связаны друг с другом, как будто вы отлипнуть друг от друга не можете. И вариантов-то в голове других нет, что сейчас я вдруг поменяю партнера. Да нет, я привязан к нему. Вот это вот чувство привязанности, оно и возникает именно тогда, когда этот есть условно клей из энергии, которую дают друг другу партнеры. Но она не столько в действиях, сколько в том, что быть собой и проявлять партнеру даже те свои плохие, условно, качества, негативные стороны, которые в вас есть. Тогда вы его как бы триггерите, как бы раздражаете, он раздражается, и у него есть возможность прожить это верно в какой-то из разов этого раздражения и стать лучше, значит, целостнее. Я надеюсь, что я постаралась объяснить эту тему достаточно большую, глубокую, максимально простым изложением. Если есть вопросы, смело пишите их в комментариях, я с удовольствием отвечу. Мне эта тема очень самой интересна, и я с удовольствием поговорю об этом ниже под видео. И еще одно маленькое резюме, что же делать? Что делать, чтобы мужчина и женщина не изменяли друг другу? Быть самим собой. Нужно максимально снимать маски и роли. Нужно не бояться проявлять партнеру свои негативные стороны, не стараться быть для него идеальным зайчиком. Быть собой. И когда вы понимаете, что вас больше ничего не держит, кроме каких-то социально видимых зацепок в виде совместных детей, совместной квартиры, прописанной в одном месте и прочих таких моментов, не бояться расставаться, уметь расставаться красиво, уметь признавать, что здесь история закончена. Я могу из нее выйти, пусть это и нелегко, и у меня тогда будет шанс построить новую интересную историю с новым человеком. Это в идеале. Это путь такой прям идеалистичный, когда человек может максимально проработаться, стать лучше, стать более целостным. Более целостным быть легче жить, потому что тебя меньше что-то раздражает, цепляет. Целостное состояние – это когда ты смотришь на мир и целиком принимаешь его таким, какой он есть. Да, ходишь по миру и стараешься улучшить что-то, если где-то ты можешь, но улучшить не от того, что ты не согласен с этим местом, а улучшить просто потому, что ты можешь что-то и так существующее сделать лучше. До встречи в новых видео, пишите комментарии, задавайте вопросы. Пока!